По традиции начинаю видео с парковки. Сегодня 13 апреля, в самом разгаре тайский Новый год. У нас длинные выходные, целых 5 дней. Поэтому думаю, что негоже сидеть в Бангкоке, нужно ехать в Хуа Хин. Как обычно, у меня сзади поклажа. Здесь палатка, матрас. Ну и немного вещей, прям самое необходимое. Ну а вы пока можете поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео о жизни в Таиланде. Погнали! Итак, первые 117 километров пройдены. Остановился заправиться, перекусить в таком вот месте. В Таиланде, как и в Индии и Шри-Ланке, в дополнение к рису популярны карри. Это аналог русской подливки. Чаще всего они острые, а в основе мясо, рыба или овощи. Burger King Whopper ที่ Burger King เท่านั้น А это самая популярная сеть магазинов 7-Eleven. В стране их уже около 16 тысяч. Первой достопримечательностью у меня на пути стал буддийский храм в пещере Као-Йой. Као на тайском – гора. Пещера Као-Йой – это впечатляющая локация в провинции Пhetchaburi, примерно в 120 километрах к юго-западу от Бангкока. Она удобно расположена близ шоссе. Уже на подъезде к этой горе слышна умиротворяющая музыка и царит спокойная атмосфера. У этой пещеры долгая история. Считается, что ее использовали монахи-отшельники для медитации еще несколько столетий назад. По легенде, в период правления короля Рама IV в середине 19 века, когда он был еще монахом, он посетил эту пещеру во время путешествия по региону. Это добавило ей особого статуса среди верующих. Позднее здесь были установлены статуи Будды и созданы культовые сооружения, что превратило пещеру в популярное место поклонения. Храм можно посетить ежедневно. Вход свободный, хотя приветствуются пожертвования. Также желательно помнить о подобающей одежде для посещения. Плечи и колени должны быть закрыты. И не забудьте снять обувь. Внутри оборудовано буддийское святилище, известное на тайском как Wat Tham Khaw Yoi. В этом храме гармонично сочетаются естественная красота пещеры и буддийская религиозная атрибутика, что делает его прекрасным местом для медитаций, молитв и духовного уединения. В буддийских храмах колокола играют важную роль и несут глубокий символический смысл. Звук колокола ассоциируется с пробуждением ума. Он помогает человеку выйти из повседневной дремоты и вспомнить о необходимости жить осознанно, быть внимательным к своим мыслям и поступкам. Считается, что звук колокола отгоняет негативную энергию, успокаивает внутреннее волнение и создает чистую, благоприятную атмосферу для духовной практики. Также считается, что звук колокола символизирует голос Дharмы, учения Будды. Он как бы разносит истину по миру, призывая всех к пробуждению и просветлению, а удар по колоколу очищает карму. Кроме того, колокол напоминает о непостоянстве всего сущего, одном из главных принципов буддизма. Его звук появляется, звучит красиво, но быстро исчезает, как и все в жизни. Это символ того, что ничто не вечно, и нужно ценить каждый момент. Как я сказал ранее, моя поездка была в середине апреля, в дни тайского Нового года, которые они называют Сонкран.
Два главных атрибута этого праздника – вода и известь. Вода в Сонкран символизирует очищение. Считается, что она смывает все плохое, что накопилось за прошлый год. Неудачи, болезни и негативные эмоции. Поэтому в этот праздник тайцы щедро обливают себя и окружающих водой, устраивая на улицах полномасштабные водные баталии. Также традиционно воду льют на руки старших и на статуи Будды в знак уважения и благословения. Еще тайцы используют известковую пасту. Этой пастой люди мажут друг другу лицо, руки и плечи. Считается, что это приносит удачу, защищает от злых духов и является благословением. Вот я и доехал до побережья Сиамского залива. До Хуахина еще не доехал, но до него осталось недалеко. От дома это где-то 160 километров. Хочу посмотреть, можно ли здесь где-нибудь поставить палатку, есть ли хорошее место, ну или ехать дальше. Я нашел отличное место, где можно поставить палатку. Вот оно. Слева никто не придет, справа тоже никто не придет. Ну, если только по пляжу пешком, и то далеко сюда идти. В итоге это место для ночевки мне не понравилось, и я решил ехать дальше. По пути мое внимание привлекла эта одинокая гостиница. Издалека на первый взгляд заброшенная, но оказалось заброшены только верхние этажи. Далее я заглянул на этот пляж, буквально на пару минут, так как там было людно. Нашел место, где поставить палатку. Пока еще не стемнело, но единственный минус здесь колючки. Их очень много, и надо смотреть под ноги, иначе проткнешь. Они такие сантиметра по 2. Вот это растение. Ну, такие вот огромные колючки. И могут проколоть колесо легко. Так что надо тоже смотреть внимательно, куда едешь. После купания, за неимением душа, решил ехать до ближайшего перекрестка, где дети обливали всех водой. One more. Отличная ночь, чтобы понаблюдать за звездами. Конечно, через приложение. Вот у нас Луна, созвездие Девы. Идем левее. Арктуз, звезда видна сейчас хорошо. Капелла, Юпитер сильно светится, Уран где-то за горизонтом, Альдебаран, Бетельгейзе, Беллатрикс, созвездие Орион, Ригель тоже хорошо виден, Сириус яркий, Канопус хорошо светится. Ну и опять Луна. А еще где-то под 45 градусов от горизонта видны 3 звезды, точнее 2 звезды и 1 планета, Марс. Мы видим созвездие Близнецов сейчас,
У них в головах звезда Полюкс и Кастор. И чуть выше звезда Марс. Ой, не звезда, а планета Марс. И чуть выше еще созвездие Рака. А прям ровно над головой созвездие Льва. Доброе утро, если оно доброе. Только собрался ехать. Понимаю, что у меня вот такая ситуация. Есть насос, я им даже не могу накачать, потому что колеса бескамерные. Вот он, бесполезный. Поэтому придется сейчас пойти искать выход из этой ситуации. Решил взять немного бензина, потому что у меня есть одна идея. В общем, эта идея не сработала. Как оказалось, местный бензин не горит. Даже вот солнце уже палит, жарит. Все равно испарений не хватает бензиновых, чтобы взрыв был. В общем, будем катить до шиномонтажа. Вот он, супер-мега-сервис. Я спросил, делаете вы шины, проколы. Они сказали, sit down, отдыхай, жди, сейчас все будет. Ну все готово, 5 минут, жгут поставил, проверили, мы вот там в чан напустили, в тазик, вроде не пропускает, но будем надеяться, что больше других проколов нет. Поехал я дальше. Капун краб. Okay. Остановился купить сушеной рыбы, та, что покрупнее, 10 бат за штуку. Честно говоря, я был удивлен, увидев полноценную многокилометровую велодорожку вдали от населенных пунктов. А вот и медузки. Такие вот они, размером большие достаточно. Вот здесь еще кто-то валяется. Кто это? О. Ну, наконец-то я добрался до завтрака. У меня даже стакан в цвет стола гармонирует. Завтрак простой, всего лишь бананы и кофе. Bible camp. Oh, Bible camp. We Okay. have a church in Bangkok, Prasong, so on around Pratunam. Okay. But you're going to be here for a little while, or what is your plan? Yeah, well, keep working in Bangkok as a teacher, yes. How about your visa? You okay with the visa? Yes, I have a visa, work How many visa. years? Well, this first year, and then I will extend it. Oh, okay, okay.
Let me see if he's a big guy. Окей. В общем, я заехал в какой-то лагерь, палаточный лагерь, но это Bible Camp, то есть это библейский палаточный лагерь. Вот, у них здесь какое-то происходит мероприятие закрытого типа, сюда как бы, ну это частная территория. Вот этот человек сказал, что здесь есть один русский, и мне можно с ним поговорить. В итоге староста этого лагеря не нашел того, кого искал, но предложил пообедать в их столовой через час. Я любезно отказался, сказал, что нужно ехать дальше. Лесной парк Каунан-Пантурат площадью около 3 квадратных километров расположен в районе Чаам, провинции Петчабури, примерно в 9 километрах от пляжа Чаам и в 35 километрах от Хуахина. Он известен своими известняковыми скалами, пещерами и живописными тропами. Для посетителей доступны две основные тропы, короткая длиной около 300 метров и более протяженная длиной около 3 километров, ведущая к смотровым площадкам с панорамными видами на окрестности. Наиболее высокие точки парка – горы Као Чаолай и Као Чомпрасарт, высотой около 370 метров над уровнем моря. Парк получил свое название в честь персонажа тайской народной сказки Сангтонг. Согласно легенде, великанша Нанг Пантурат усыновила мальчика по имени Прасанг, но когда он узнал о ее истинной сущности, он сбежал. Скорбя, Нанг Пантурат умерла, и ее тело превратилось в гору, которую теперь называют Каунан Пантурат. В парке обитает разнообразная фауна, включая очковых лангуров, редких летучих мышей, множество видов птиц и недавно описанный вид геккона, листопадный геккон Чаам, который является эндемиком. А если очень повезет, то можно встретить индокитайских сероу. А вот в этих камнях можно обнаружить следы различных организмов. Очень удобно. Вот здесь палатку поставил, а вот здесь туалет и душ. После сытного обеда самое время лезть в гору. Какие-то дебри я забрел. Куда идти? Видимо, налево. Такой крутой подъем был, а сейчас равнина.
У меня сегодня игольчатый день. Началось с прокола колеса. Ну, теперь я отыгрываюсь. Хочу попробовать, какой кактус на вкус. В общем, я его кусочек раздербанил. Сейчас будем пробовать. Ну, на запах, как свежескошенная трава. Кисленький. Такое ощущение, как будто вот засахаренное варенье ешь. Немного хрустит на зубах. Нет, это не песок. Ну, по большей части безвкусная штука. Короче, с голоду быстрее подохнешь, чем выживешь с кактусом. Ладно, идем дальше. Скалы здесь, конечно, классные. Ну, этот подъем уже, наверное, 9 из 10. Только что пару раз равновесие уже терял над пропастью. Еле удержался, цепляясь за деревья немногочисленные. Фу. Я думаю, что вот эту тропу-то надо все-таки как-то огородить, а не показывать, что здесь что-то есть, чтобы люди сюда лезли. Осторожно, острые скалы. Да неужели? Ёлка-пойманая. Че, как тут лезть-то? Еще шатается под ногами все. Ну ладно, что, надо лезть. Ура! Вышли на какое-то плато опять. Здесь вот у нас скала справа. Самый пик. Ну, хоть сейчас пройдемся, отдохнем. Кажется, мы приближаемся к развязке этого путешествия. Написано, что глубина 150 метров, а ширина вот этого колодца 2 квадратных километра. В общем, я решил сегодня заночевать в этом парке, потому что время уже 6 вечера, а до следующих мест нормальных далековато. И неизвестно, возможно ли там будет нормально поставить палатку, поэтому здесь все блага цивилизации, туалет, электричество, душ, все есть. Правда, обезьяны лазят, поэтому нужно следить за своими вещами. Вот, а так, здесь отличное место. Мой самонадувной матрас лежит и дуется. Вот, есть такой клапан. Ну, в принципе, он уже надулся. Можно, конечно, еще дополнительно ртом его додуть, а так уже достаточно неплохо. Сколько он там сантиметров? Ну, написано было 5, 6 даже. Но по факту имеем где-то 4,5. Вот. Но достаточно комфортно все равно. Гораздо лучше, чем без матраса. Through that old cafe, hair in the wind like a movie frame. You were smiling like you found your way, and girl, you're glowing brighter every day.
I remember back when things were rough, young and lost, thinking love was enough. But time has been so kind to you. Now you shine in everything you do. My old flame, you're burning bright, even more now than you did that night. I ain't bitter, no, I'm proud to see you bloomed into who you're meant to be. Yeah, my heart might ache just a bit. 'Cause damn girl, you're now the perfect hit. Туалет прям как на ВДНХ. А если проголодался, прям здесь же можно и поесть манго. Такие они уже не маленькие. Продвигаясь дальше на юг, нельзя не заехать в парк Раджабхакти в районе Хуахин провинции Прачуап-Кирикан. Этот историко-мемориальный комплекс площадью 35 гектаров, построенный Королевской армией Таиланда, был официально открыт в сентябре 2015 года. Название Раджабхакти означает «парк, построенный с преданностью в честь для прославления тайских королей», и было даровано королем Рама IX. Центральным элементом парка являются 7 бронзовых статуй выдающихся тайских королей, каждая высотой около 14 метров. В пьедестале статуй находится музей, посвященный истории Таиланда и биографиям этих 7 королей. Периодически парк используется для военных парадов и официальных церемоний. Ближе к вечеру я доехал до прибрежного парка Пранбури, весьма популярной зоны отдыха среди местных. Первое, что заметил, большое количество роскошных палаток со всевозможными предметами для отдыха на открытом воздухе. При этом не было замечено ни громкой музыки, ни бурного веселья. В общем, решил я сегодня заночевать здесь. Отличный парк со всеми удобствами, с соседями в палатках. По-моему, кстати, соседи мои не тайцы, а филиппинцы. Почему-то мне показалось, что язык у них не тайский, когда они разговаривали. В общем, здесь я вот уже поставил вот так свою палатку. Доброе утро. Я, как видно, уже собрался дальше в путь. Здесь отличное место. Переночевал тихо, спокойно. Но, правда, в 6 утра вся живность начинает орать. Птицы, петухи, будь они неладны. Кстати, еще заметил интересную вещь. Здесь с утра отлив, а вечером прилив. То есть это получается левое побережье Сиамского залива. А на правом побережье, где остров Качан, там все наоборот. Там вечером отлив, а утром прилив. Причем, кстати, такой сильный, метр, наверное, высоты точно есть. По традиции, завтракать я поехал в ближайший населенный пункт, где есть 7-Eleven и рынок с едой. Он был не очень далеко, но на другой стороне реки, через которую вел ветхий, громыхающий мост.
На первый взгляд может показаться, что еда в таких местах дрянь. Но, как показывает практика, это не всегда так. Ну, к примеру, вот этот рис со свиным фаршем, в Таиланде он называется капао му, наверное, лучший из тех, что я пробовал вообще в Таиланде. Даже удивительно. Здесь очень насыщенный и свежий вкус базилика и сбалансированный вкус всего остального. И рис, кстати, хороший по качеству. Прям даже удивительно. И все это за 40 бат. Чисто случайно меня занесло в крабовые ясли, или как они это называют, крабовый банк, что чуть севернее местного рынка. Это интересный и важный экологический проект. Как можно понять из названия, суть его заключается в сохранении популяции крабов. Местные рыбаки, поймавшие беременных самок крабов, не продают их, а приносят сюда, в крабовый банк. Здесь крабы живут в безопасных условиях, пока не отложат личинки. После этого самок крабов отпускают обратно в природу. Таким образом, проект помогает сохранить морскую экосистему и поддерживать рыболовный промысел. Он также стал частью образовательных программ. Сюда приходят школьники и туристы, чтобы узнать больше о важности охраны природы и разумного использования морских ресурсов. Какое интересное место я нашел. Вот здесь, значит, парковка. Вот там какая-то муниципальная служба. Вот здесь туалет. Прям произведение искусства. С фресками. Что у него там? Давайте посмотрим. О, вот здесь вот можно укрыться в тени пальм. Здесь еще одна фреска. О, и душевые вот здесь. Помылся сразу после купания. Очень удобно. Вон еще одна интересная фреска. И перекусил вот здесь прям. Приехав к горе Калок и немного отдохнув у подножия, я начал восхождение к смотровой площадке. Тропа, честно скажу, не из легких. Она проходит через несколько пещер, местами встречаются неогороженные обрывы, упав с которых шансов выжить мало. Однако, осилив подъем, вам откроется прекрасный вид на окрестности. От смотровой есть еще один более пологий спуск в сторону пляжа. Кстати, с ноября по апрель, благодаря хорошему ветру, этот пляж популярен среди кайтсерферов и виндсерферов.
позади этой скалы обширная рыбацкая гавань. Дно здесь очень пологое, поэтому во время отлива все лодки лежат на мели. Здесь же можно недорого прикупить морепродуктов. Вот они всякие разные. Тут анчоусы, по-моему, в чем-то. Мелкая типа тюльки. Тут еще меньше. Да, вот за 50. Это что такое? Ну, такого типа. Что за рыба, не понятно. А, вот может так увидно. Непонятно. Так. Вот такие пакеты. А кибат? 700. Ага. 450 за вот такой пакетик, 450 бат. Так, соус какие-то рыбные и как раз вот креветочная икра. Ну, то есть не икра, а перетертые креветки, паста. 80 бат. Здесь где-то, ну, непонятно сколько грамм, ну, в общем, увесистая, полкило, наверное. Ну все, у этой рыбацкой бухты мое маленькое путешествие закончилось. Пора ехать обратно в Бангкок. Завтра на работу. А сейчас уже время 3 часа дня. Еще 4 часа как минимум ехать в Бангкок. Ну все, я наконец доехал до дома. Время сейчас почти 8 часов. То есть дорога заняла 5 часов. И это всего лишь 240 километров. Я засек даже. Первое. Очень болит 5-я точка. Ну, потому что без перекуров практически я только на заправке заезжал заправляться и все так. Без остановок ехал. И второе. Я ненавижу дороги в Бангкоке. Это просто невозможно ездить. Как я раньше жил здесь, непонятно. Я этого не замечал, наверное. Просто заплатка на заплатке. Главное, ну сделайте ровно. Ну, нет. И в общем скачешь как на коне.